Я решаю, когда этот прекрасный, выращенный моими руками челнок умрет. Все, у меня начинается клаустрофобия. Садись ко мне на колени. Эйн! Бам. Стой, 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 не закрывай глаза! Оставайся со мной! Ты в порядке? Ты не ранен? А, Эйн! Эйн! Что? Где? Тьфу. Во рту как будто хурьма перезрела. Ты все-таки уснул, да? Лучше бы я упал в обморок. Кошмары приснились. Хуже. Работа. Мы все-таки вышли куда-то, да? Да, ты был прав. Я был прав. Куда-то мы действительно вышли. Но куда? Это место странно знакомое. При всей своей чуждости и непонятности оно нормальное. Словно кто-то пытался воссоздать условия, подсмотренные у нас, но не имел ни подходящих материалов, ни понимания нашей природы. Но зачем? Почему? Вы наконец пришли. Кто здесь? Тише, тише, прошу. Что оно говорит? Она просит быть тише. Ой, Мири прикрыла рот ладонью, во все глаза уставившись на ужасное существо. Мне оставалось только последовать ее примеру. Зрелище становилось все страшнее с каждой новой замеченной деталью, словно само слово «деталь» наполнилось неуместной кошмарной буквальностью, как и помещение вокруг. Существо словно собранное из знакомых частей. Не просто знакомых, это явно части артефита, но артефита такого старого и больного, каких я не видел никогда в жизни. У него даже ушей нет. Частей на сборку не хватило, но неведомого инженера это не остановило. Он заменил недостающие метнальскими технологиями. Может ли раса быть доброй, или она создала такое? Если она создала такое, Я не помню. Не помню, как говорить. Я не уверен, являются ли словами те звуки, что раздаются из моего горла. Может быть, я издаю только мычание. Может быть, я только думаю, что говорю. нет, я слышу тебя, ты говори, ты говоришь, и я понимаю тебя. Понимаю к своему ужасу, что говорит на языке людей. Оно говорит на языке людей. Спасибо, что говорите тише. Я так давно не слышал чужих голосов, только гул машин. Свой голос быстро становится неслышимым. Спустя несколько лет не можешь отличить его от собственных мыслей. Думаешь сам собой, говоришь сам собой, молчишь. Молчишь снаружи, молчишь внутри своей головы. Когда долго молчишь внутри головы, очень сложно запустить поток мыслей снова. Даже не сложно, лень. Нет причин. Оказывается, от привычки думать легко отучиться. Мышление всего лишь привычка. что она говорит? Ты его понимаешь? Шепот Мири едва громче шороха листьев симбионта. Конечно же, она боится. Даже в своем мощном инженерном экзоскелете, даже после того, как она сама рвалась сюда, вниз уговаривая меня сойти с ума вместе с ней, она боится. Значит, я бояться не имею права.
Да, оно говорит на языке людей, я буду тебе переводить. Почему ты говоришь на языке наших хозяев? Хозяев? Какой устаревший термин. Оскорбительный, запрещенный. Запрещенный вами, кстати. Я говорю на своем языке. Конечно, в это трудно поверить, но я человек. Что? Человек с Земли? Да. Голова закружилась от волнения, ужаса и радости, но больше всего она закружилась от урагана вопросов. Но... Нет, вопросы позже. Я понимаю, у тебя их много, но теперь, когда вы здесь, нам нужно торопиться. Да, ты говорил, что тебе нужна помощь, мы готовы, за этим мы сюда и пришли. Что? Кажется, вы что-то неправильно поняли. Или я неправильно сказал. Я ведь говорю сейчас. Помощь нужна вам. Как тяжело подбирать слова. Конечно, меня предупреждали. Я готовился к этому. Социальная контузия, пытка одиночеством. Я люблю одиночество, но даже любовь истирается в прах под напором времени. Этот напор выдерживает только плоть. Спроси уже у него что-нибудь. А что спросить-то? Ну, для начала его имя хотя бы. Ты готовишься к этому, но время перемалывает все. Долгое время. Что бы ты делал, если бы у тебя была вечность ожидания? Мечтал бы? Медитировал? Сошел с ума? Выдумал бы себе цель? Я не знаю, что я выбрал. Я не помню. Бесконечность больше и дольше всего, что ты способен придумать. Она исчерпывает все, что у тебя есть. Затем выжрет то, о существовании чего в себе ты и не подозревал. А потом заберет то, что осталось. А ведь я всего лишь заглянул в бесконечность одним глазком. Я всего лишь в самом ее начале. Осталась только плоть и долг. Владимир Камышов должен поддерживать источник. Но кто этот Владимир? Где он? Кажется, он это я. Возможно, его зовут Владимир. Возможно? Я плохо его понимаю, мне кажется, он говорит сам с собой. О какой бесконечности ты говоришь? О бессмертии, разумеется. Моей бесконечной жизни. Ты не выглядишь бессмертным. Если честно, ты выглядишь более смертным, чем я. У тебя даже симбионта нет. Да, об этом корпорация не предупреждает, когда подписываешь контракт. Об этом теле. О тех усилиях, которые нужно прилагать, чтобы не превратиться в хаотичный набор органов и тканей, одержимый поглощением всего живого. Я ведь хотел эту работу, представляешь? Хотел быть именно тем, кто ступает на поверхность чужих планет. Ступает физически, присутствует своим единственным хрупким, таким драгоценным человеческим телом. Какая грубая и устаревшая концепция. Конечно же, для такой глупости бессмертие совершенно необходимо. А еще для глупости нужны дураки. Я даже книги в полет взял, представляешь? Ты ведь знаешь, что такое книги? Кстати, ты ведь не галлюцинация? Наконец-то в потоке безумного бормотания этого хромающего и трясущегося существа промелькнуло то, в чем я разбираюсь. Конечно, я знаю, что такое книги. Да я их сотни прочел. Ну и как тебе сериал про орудие Ретта? Такая глупость, правда? Все эти бластеры, злобные и дикие пришельцы. А мне нравится. Стоп, откуда ты знаешь про эту серию?
Очевидно, ты читал мою коллекцию. Это единственные книги на десятки световых лет вокруг Тау-Кита. А, ты прилетел вместе с нами на Иланте. Нет никакого Айланта. Я прилетел на Сейбе. Ты прилетел на Сейбе. Ну, или твое зерно. Прости, я не разбираюсь в вашей биологии. Твой росток? Твое тело? Или ты просто очередная галлюцинация? Странно, вас не было уже много лет. Да о чем ты? Шишку тебе в гнилушку говоришь. Я рад, что моя коллекция книг сохранилась. Лучше бы сохранился корабельный интеллект, конечно. Или хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, кроме меня. Ощущение почти понимания невыносимо. Знание крутится на границе разума. Ответы хранятся в голове этого жалкого, чудовищного существа. Но ухватывать эти ответы все равно, что хватать руками облака. Нет, не существа, это человек. Я наконец-то встретил своего создателя. Как же трудно найти в своей душе уважение к такому. Мне кажется, ты хочешь его стукнуть. Я не понимаю, что он несет. Ты спросил его, зачем он нас позвал? Нет, Так ты о чем вы говорили столько времени? кажется, о книгах. Я в шоке, но почему-то совсем не удивлена. А еще теперь я хочу стукнуть тебя. Знаешь, какой коэффициент передачи силы в этой ветви? Не говори так, я знаю, что ты шутишь, но все равно страшно. Ты от Сабу этого понахваталась. Да, тряси из него ответы или вытрясу я. Дикая мешанина вопросов закипела отваром в голове, словно в слишком маленькой колбе. Того и гляди, и пойдет пена из ушей. Хватит меня мучить, глупая голова. Выбери что-то одно, что-то важное. В мозгу словно порвались туго натянутая каучуковая лента с громким щелчком. Она хлестнула по ушам изнутри, оставив только тонкий и раздражающий звон. Вместе со звоном пришла злость. Почему мы должны следовать за тобой? Почему мы вообще должны тебе верить? Ты выглядишь враждебно, чудовищно. Ты выглядишь как враг всему живому. Да, ты прав. Я не просто враг. Мое тело во власти смертельной заразы. Ну или не совсем смертельной, если учесть, что она дарует вечную жизнь. Но вечная жизнь не означает бессмертие. Что? Это какая-то загадка? Нет, никаких безумных загадок. Никаких сфинксов, охраняющих вход в гробницу. Многие вещи не переживают пытку бессмертием, представляешь? Хрупкие вещи. Мотивация, любопытство, интерес, даже сама жажда жизни. Если умерла та часть тебя, которая жаждала жить, можно ли считать тебя действительно живым? Почему-то эти слова вызвали нервный шорох листьев на моем теле. Был ли я жив, когда заперся у себя в комнате, проглатывающий одну за другой чужие книги о чужих жизнях? Я сердито тряхнул головой. Как может умереть любопытство? Вокруг столько непознанного, столько нового и удивительного. Мы буквально находимся на чужой планете. Действительно, чужая планета. Планета Тау-Кита-Е всего в 4 раза тяжелее Земли, с жидкой водой на поверхности. Звучит обнадеживающе. Жуткий парниковый эффект. Непроницаемый облачный покров. Сильнейшие ураганы. Температура на уровне почвы годится для пастеризации. Про состав атмосферы и говорить нечего. Райское место. Жарковато, правда?
Мы считаем, что здесь возможно найти жизнь, даже сами эти руины. Ты знал, что Метнал — это одна из частей загробного мира в религии юкатанских майя? Подземелье, в котором злодеи подвергаются мукам. Представляешь? Подходящее название, я считаю. Может быть, именно эту планету и выбрали майя в качестве своего загробного мира. Только долететь сюда не смогли. Наверное, я злодей, раз я оказался здесь. Но вы такие чистые, свежие и невинные. Вам здесь не место. Но мне это здесь нравится. Нравилось. Пока это чувство не забрала бесконечность. Метнал, загробный мир, скорее обычная пустыня. Мертвая каменистая пустыня, которую мы обнюхиваем годами в поисках проклятых бактерий. Я невольно скрипнул зубами, вспомнив свои бесплодные исследования в лаборатории. Столько времени и усилий потрачено. Одно лишь название этого места теперь вызывает гнев. Наверное, Йолли быстро нашла бы общий язык с этим Владимиром. Да, пустыня. Просторная, почти наверняка стерильная, пустая. Ты не представляешь, как приятно оказаться здесь после тесноты там, дома, на земле. Нет ничего хуже тесноты в конгломерате бессмертных существ, спрессованных и слитых в одно целое. Делить свою голову, свое тело с кем-то еще. Не метафорически, а физически, представляешь? Когда-то я мечтал найти на чужих планетах жизнь. Теперь я мечтаю только о пустоте. Я продолжаю говорить это слово. Мечтал, мечтаю. Слова и мысли проходят сквозь голову, не оставляя следа. Безликие, незаконные. Память на месте, но я ее не узнаю. Тусклые и потертые воспоминания. Они здесь, но кажется, как будто их нет. Даже мир вокруг серый и выцветший, словно я смотрю на него сквозь пыльное бутылочное стекло. Почему я все еще продолжаю двигаться? Мной движет долг. Владимир Камышов должен поддерживать источник. Снова эта фраза. Словно ритуал. Вызубренная молитва. Что за источник? Долг перед кем? Перед вами. Перед нами? Перед артефитами? Как хозяин может быть должен рабу? Конечно, не считаю себя рабом. Я в коем-то смысле даже фанат людей. Но мое мнение среди остальных артефитов, мягко говоря, не популярно. Если бы твои слова про долг услышала моя начальница, ее бы и листья от смеха посыпались, которых у нее нет. Опять эти слова. Хозяин, раб. Мы с тобой знаем смысл этих слов только из устаревших книг. Для нормальных людей эти слова не просто запрещены. Их не существует. Неужели ты считаешь эти свои уши рабским ошейником? Да, именно. Зря, очень зря. Ты должен ими гордиться. Это не ошейник, это печать. Знак устойчивости к ужасной заразе бессмертия. Посмотри на себя, а потом на меня. И скажи, кто из нас двоих на самом деле раб? Ты не раб и даже не младший брат. Ты вторая, нет, третья, четвертая версия. До идеала еще далеко, но ты лучше, сильнее, прочнее, разумнее. Гравитация тут в 4 раза сильнее земной, а ты стоишь и даже не горбишься. Ты попал в незнакомую, потенциально опасную обстановку, но сохраняешь неестественное хладнокровие. Это не храбрость и не глупость. Это математически рассчитанный стрессовый гомеостаз. Если бы слова доели в уши, я не глупый, я гомеостатичный. Конечно, когда-то вас боялись, когда-то вас не любили. Некоторые даже ненавидели, представляешь? Вот уж редкое чувство в наши времена.
Но человек, способный взглянуть сквозь внешние признаки фенотипа, увидит ту чистоту, которой мы давно лишились. Учитывая, какие усилия мы сами приложили, чтобы избавиться от собственной чистоты, удивительно, что вас вообще удалось создать. Я плохо понимаю. Ты говоришь так, как будто я сам уже должен был знать половину ответа, но я не знаю ничего. Да, ну, я уже отвык говорить с кем-то, кроме самого себя. А я-то сам знаю весь ответ. Ну, и я все еще не уверен, что ты реален. Объяснять все очередной галлюцинацией снова и снова я устал. Скоро вы все поймете, мы почти на месте. Раньше бы нам вообще не пришлось идти, но гравитационные линзы вышли из-под контроля. Слишком мало осталось от старушки Сейбы. Она разломилась пополам и разлетелась на километры еще в атмосфере. Потеря, какая же потеря. Кажется, твоя подруга хочет тебе что-то сказать. Мири на ходу чуть пожала мой локоть. От мгновенно пережатого кровотока рука зазвенела мурашками. Если вы опять общались о книгах, то я... Кажется, он ведет нас к чему-то важному для нас, артефитов. Он ведет нас к источнику. Источнику чего? Я не знаю. Ничего, Эйн. Мы это выясним. Я с тобой. Я готова ко всему. Хотел бы я пропитаться твоей уверенностью, но меня ты обмануть не сможешь. Я чувствую дрожь лепестков в твоих цветах. Конечно же, вслух я этого не скажу, но этого и не потребуется. Мы думаем об одном и том же. Можно ли верить Владимиру? Он знает о планете удивительно много, и он не считает артефитов рабами. Только такому очень хочется верить. С другой стороны, он может говорить то, что мне хочется слышать. С третьей стороны, он говорит вообще все подряд. Странно ожидать хитрости от такого существа. Вот именно, существа. Я до сих пор не уверен, что Владимир человек. В книгах не описывалось ничего подобного. С другой стороны, книги написаны людьми. Сомнения, точки зрения. Как можно быть готовым к тому, чего ты не знаешь? Вы ведь не галлюцинация, правда? Что? Нет. Мы же говорили об этом. Я реален. Ты говоришь вслух, я понимаю тебя. Кажется, ни одного меня тут одолевают сомнения. Это даже немного утешает. Это хорошо, это хорошо. Почему-то очень сухо в горле. Ты много говорил. Правда? Но с кем? Тут никого нет. С нами, со мной. Ты в порядке? Как мы можем помочь? Я так долго вас ждал. Наконец-то вы пришли. Я должен... Ты должен привести нас к источнику. Чтобы это ни было. Да, конечно же, как я мог забыть? Но ведь я уже привел. Из очередного темного коридора мы внезапно шагнули в зал. Как будто изломанное пространство снова пересыпалось в новый узор калейдоскопа. Уши успели поймать судорожный вздох Мири, но мозг отказался реагировать на звук. Слишком много увидели глаза. Я бы схватил человека за горло, если бы оно у него было. Ты питаешься артефитами? Это источник твоей вечной жизни? Нет, конечно же нет. Мое питание – загадка даже для меня самого. Я не могу быть специалистом во всех сферах сразу, представляешь?
А корпорация хорошо хранит свои секреты. Эйн, переводи мне каждое слово. Или я его так деконструирую, что даже Сабу обратно не соберет. Это Айланд. Судя по лицу Мири, перевод этих слов ей не потребовался. Что ты несешь? Эти слова с таким выражением, то переводить их Владимиру я тоже не стал. Точнее, Айландус Эльтиссима, Айланд Высочайший. В культуре индонезийцев более известный как Древо Богов, Древо Небес. Или, учитывая обстоятельства, Айланд Орбитальный? С какой высоты вы пришли? Но ты сказал, что вернешь нас к источнику. Что ведешь нас к источнику. Изуродованное и сморщенное лицо Владимира изменилось. На нем отразилась эмоция, которую я еще не видел. Неоткуда взяться подсказкам от помощника симбионта. Нет шелеста и дрожи листьев, нет сворачивающихся в эмоциональные изоры стеблей. Но все же, почему-то мне кажется, что я могу распознать это чувство и без подсказок. Это эмоция боль. Я назвал его источником. Было бы слишком жестоко пробуждать его из перелетного сна, чтобы тут же уложить в медицинскую кому. Он не успел получить настоящее артефитское имя. Забавно. Я не знаю его имени и не знаю своего. Владимир Камышов должен поддерживать источник. Но тот Владимир умудрился умереть, обладая бессмертием. Этот трус сбежал вглубь собственного мозга от собственного творения, от своего выбора. Теперь это мое тело, мой долг, пусть и не мой выбор. Он прервался, словно задохнувшись собственными словами, но эти слова продолжали звучать в моей голове. Айланд и источник. Айланд это симбионт артефита по имени Источник? Мы пришли с этого Айланда? С самого высокого дерева на этой чертовой планете. Но это целая станция, сад в облаках. И ты видишь, какой ценой достигнут столь впечатляющий результат. Годы и годы усилий и роста, тонны обломков умирающей Сейбы, собранные и настроенные, чтобы поддерживать жизнь в Источнике и через него в Айланте. Но все напрасно. Источник достиг своего предела. Артефиты прочны, но не бессмертны. С каким удовольствием я занял бы его место? Ну как же так? Мы же прилетели с Земли. Все верно. Мы все прилетели на бедной Сейбе. Человек провел трясущейся ладонью по стене с удивительной, неожиданной нежностью. По стене инопланетных руин, чужеродных метнальских строений. Нет, по стене Сейбы. Не чужие руины, людской корабль. Отдаю должное издевательской фантазии конструкторов корпорации назвать корабль именем Центрального мирового древа. Давно исчезла та цивилизация, что верила в подобное мироустройство. Но слово осталось. Сейба – ось, соединяющая загробный мир с небесами. Соединяющая Метнал с землей. Для оси она оказалась удивительно хрупкой. Слишком экспериментальная, слишком торопливо собранная, слишком быстрая на свою беду.